Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте! Таро расклад на неделю с 5 по 11 августа. Давайте узнаем, каковы, по мнению карт, события ближайших дней, события ближайшего будущего. Конечно, будем реалистами, любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас, но я надеюсь, вы сумеете переложить то, что вас сейчас беспокоит, волнует, или то, что вы хотите осуществить, может быть, тот вопрос, которым вы заняты сейчас, на метафору карт, и какую-то подсказку для себя получите. Посмотрите, что-то у вас получится осуществить или какой-то важный вопрос решить. У кого-то 21-й старший аркан будет говорить, когда у вас все спокойно. Сам по себе о гармонии говорит нам этот аркан, или для кого-то может свидетельствовать, к примеру, о получении важных документов, которые перед вами открывают, ну, своеобразный горизонт, как мир. Для кого-то это может быть виза, или какой-то промежуточный для этой визы документ, или, может быть, это вопросы, связанные с жилищем, и здесь как будто по судьбе, посмотрите, перевернулись два аркана. Тот период, который у вас будет происходить на этой неделе, или те события, с которыми вы столкнетесь, те вопросы, которые вы будете решать, они имеют ли для вас принципиально важное значение. И даже если что-то идет не очень гладко, значит, какой-то жизненный экзамен мы должны сдать именно потому, что нам нужно подняться по вот этой лестнице вверх. Вот что-то очень важное у вас может быть. Ладно, такие подсказки давайте я сама достану карты. И в нашем еженедельном прогнозе мы зададим деньги в рост. У кого-то буквально кто-то может заняться изучением, может быть, крипты или дополнительные доходы, может быть, инвестирование. Или это вы вкладываете в себя инвестиции, вы изучаете что-то, и тогда ваши знания в какой-то области принесут добрые плоды, в том числе финансовые. И для вас вообще август благополучный месяц. Благоприятный месяц, многие вопросы закрыть или с чем-то определиться. Итак, наши традиционные вопросы. Что важно знать или чем вы будете заниматься, чему больше уделять внимание, какие вопросы вас будут больше волновать в эту неделю? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время, как карты видят? Что может помешать? А что вам будет помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, энергия, денег и личная жизнь. Что же будет важно? Карта сила. Что бы вы тут ни задумали, главное гармонию в душе поддерживать и быть великим дипломатом. И тогда все решают люди, вы со всеми сумеете договориться. Вот это внутреннее эго, прообраз льва. Обратите внимание, как изображены на карте. Лицо девушки словно делится условно на две части. Часть она сама, и часть как раз это эго, изображена в виде львиной гривы. Поэтому очень символично для вас. Это ваша сильная позиция. И правда, с кем-то договариваться или какой-то компромисс, скорее всего, может быть предусмотрен по этой карте. Но как будто и силу вашу вы должны правильно расходовать или правильно рассчитать. Может быть, рассчитать буквально вам придется что-то на бумаге или какой-то математический подсчет по части финансов. Ведь это старший аркан, нам не говорят, какая сфера конкретно. У кого-то личная жизнь, значит, здесь тоже. Ну, где-то не давить своим авторитетом, мои дорогие. Это тоже очень важно. Одним словом, помните, залог успеха – это гармония и баланс. Вот на этой неделе и тогда, что бы вы тут ни загадали, у вас получится осуществить практически все. Сильная позиция. Неожиданности. Какие-то приятности, десятка чаш, радости, признание в любви. Решение вопросов может быть по части вашего союза. Если была дружба для кого-то, вы можете проговорить важные темы, и кто знает, может быть, вы надумаете вместе проживать. У кого-то это может быть просто вопросы вашего жилища. Вы что-то будете улучшать, модернизировать или реструктурировать, у каждого по-своему. Но все же чаши, опять же, продолжают баланса темы гармонии, как во взаимоотношениях с близкими, так и с любимыми, с родственниками. Это могут приходить какие-то известия от ваших родственников, кстати, в неожиданностях. Может быть, известие от вашего любимого человека.
Может быть, с учетом аркана силы, когда нам сказали, что эго придется где-то причесывать. Вы и не будете совсем согласны, но, видимо, обстоятельства, союз или какая-то данность, которая складывается, требует от вас терпения, взаимопомощи, такое тоже могу предположить, или помощи вашей кому-то, или могут и вам оказывать помощь. Здесь может быть по-разному, но самое главное, что достигаем эффекта, и получается вот та радость, счастье, которую символизирует 10-й аркан, десятка чаш, точнее. И это в целом карта благополучия. Она подтверждает все то, что я сказала по первой карте. Благополучная неделя. Чему сейчас не время? Не время огораживаться или ждать, что кто-то в ваш адрес проявится первый. Не время уходить, как, знаете, на какую-то дистанцию. Или думать, что какой-то вопрос решится сам. Не время быть подозрительному, кстати. Не время думать, что я сейчас просто подожду, когда этот какой-то конкретный вопрос решится, а потом буду действовать. Нет, скорее всего, какая-то обособленность от мира. Вот ей сейчас не время, я условно говорю от мира. Это могут быть ваши близкие, ваши друзья, ваши знакомые, ваши коллеги по работе. Есть тот процесс, который вам лично придется сбалансировать. Вы не можете отгородиться буквально и ждать, пока решится какой-то вопрос. Придется принимать участие. Что же, какие энергии вам помогают? Где-то сам по себе мир, и в этой карте посмотрите, как четко нам дзен прорисован. Много задач. Может быть, вас кто-то словно на соревнования вызывает. Или могут вам какие-то споры, как внешние, да, как и люди, вы можете с этими столкнуться. Но значит, владеть информацией это будет важно, но в то же время не включаться в те вопросы, которые вас где-то выводят на эмоции. Надо продумывать, стоит ли мне в этом деле участвовать, есть такой момент, или нет. Держать где-то баланс равновесия между тем, что может быть продолжено, а что для вас не имеет никакого прогресса. И нам сказала карта, огораживаться от мира нет. Но и участвовать буквально в каждом в какой-то теме или в каком-то вопросе, или кому-то что-то доказывать, ведь это карта соревнования. Так вот, если мы не включаемся в соревнования буквально на этой неделе, или нам словно могут бросить перчатку, как вызов, не поднимайте ее, не участвуйте в этом вызове. Мы можем столкнуться с разными людьми, может быть, это будет один какой-то человек со сложным характером, который не совсем корректно себя ведет, и значит тогда мы тоже не обращаем внимания. Вот ваш внутренний баланс – это ваше все в течение этой недели. Да, придется решать вопросы, может быть, в каком-то совершенно ином ключе. Или это может касаться еще ситуации личной жизни. И тогда вот этот самый или баланс, или гармонию вам нужно во взаимоотношениях установить. И, повторюсь, не давить авторитетом, все-таки это будет актуально. Что же скрыто? Я должна сказать, что карта башня. Если с учетом всех 4 карт, которые в верхнем ряду, настаивая на чем-то своем, вы можете оттолкнуть от себя человека. Причем может быть какой-то фразой резкой, может быть тоном, может быть, где-то, когда вы исключаете какой-то компромисс, будьте внимательны к своим словам. Я бы сказала, будьте внимательны и к жестам где-то так же. Но все же в позиции скрыта башня. Вы можете столкнуться с такой ситуацией, кстати, что прежде вы от чего-то отказались или от каких-то отношений, а здесь вы можете пожалеть. Или карта где-то прогнозирует, что видеть или увидеть не только в данном моменте обстановку, взаимоотношения или какую-то ситуацию по работе, ситуацию по деньгам, а немножко прогнозируй на пару шагов вперед или продумай свои действия, если что-то пойдет не так. Вот именно каким-то альтернативным путем, не по нашему плану. Предусмотри, может быть, что ты не можешь физически все просчитать, потому что есть еще
что-то из разряда обстоятельства, на которые мы не влияем. Может сложиться такая ситуация, когда вам придется действовать несколько иным способом, как вы раньше не действовали. Или может прийти какое-то известие, которое тоже от вас требует совершенно иных действий, активности или другого подхода к решению задачи. Все-таки карта башня. Есть по этой карте и такое значение, что мы должны быть буквально внимательны. Где-то предохранять себя от травм. Должна это тоже сказать. Не замечтаться. Быть большим реалистом, чтобы что-то именно предугадать на пару шагов вперед. Поэтому, в принципе, нам говорят об осторожности, мои дорогие, что скрыто. Здесь у вас как раз карта сила выпадает. И когда сила выпадает, это где-то наша, как я уже сказала, сильная позиция. Безусловно, самоуверенность – это прекрасное качество, но иногда оно сопряжено с самонадеянностью, и здесь это может помешать. Конкретно карта башня. Поэтому будьте прозорливы и внимательны. Дела, работа, бизнес. Ну, может быть, с кем-то и не поругаться конкретно на работе, доказывая свою точку зрения. Но и карта нам говорит, что у тебя сильная позиция, ты можешь словно блуждать в потемках. Или основываться в суждениях на каком-то своем предубеждении. Ты не видишь какой-то картины, ведь у нас девушка закрыла глаза. Это карта внутренних страхов, это то, что нам чудится. Это когда мы смотрим вглубь себя, но мы не видим реальности. Нам кажется кругом мрак. А на самом деле это не так. Поэтому правильно оценить обстановку как и со знаком плюс, так и с возможным минусом. Это ваша задача, мои дорогие. И это именно дела, работа, где-то бизнес. Или то, как ваши планы, то, что вы хотите осуществить. Здесь дважды, трижды нужно быть реалистом. Где-то балансировать между тем, что я сейчас ничего делать не буду и просто буду ждать, и вашим участием по конкретному вопросу, насколько вы готовы вложиться или продолжать какое-то дело, или какой-то контакт с конкретным человеком. От этого будет зависеть и ваш баланс в том числе. Или успешное развитие вашего дела, или решение личного вопроса, или, возможно, и финансового. Вот будьте аккуратны. Тут, правда, некогда закрывать глаза просто. Вот и все. По финансам. Ну вот как раз карта мудрости выпадает, и по королеве мечей это мудрые решения, это организация жизни, может быть, с учетом какой-то новой финансовой обстановки или каких-то изменений. Может быть, изменений в законодательстве, изменения в порядке, изменения, когда вы можете узнать о том, что меняется ваш график работы, или вы сами хотите поменять график работы, потому что вам, может быть, для кого-то есть смысл, вы как вариант рассматриваете работу на дому. Здесь вот может быть как релокация офиса или какие-то вообще в принципе изменения. И, кстати, что бы это ни было, ваши мудрые решения. Каким-то образом, может быть, эта организация жизни будет влиять на вашу финансовую составляющую. Не замечтаешься. Можно сказать, что в неожиданностях, если у вас сейчас с учетом королевы мечей, то есть есть ситуации, которые нужно решать. Или организовывать по-другому, мои дорогие, по деньгам и по финансам. Неоднозначно нам карта говорит, а вполне конкретно. Будь внимателен. И девятка мечей тоже нам где-то вторит и говорит, что нет, ты не можешь сейчас, ну никак, не огораживаться, не закрывать глаза. Получается так, что некое среднее арифметическое или, знаете, как точка сборки, или какой-то очень важный пункт, который находится именно внутри вас, и будет означать этот центр баланса, который вам поможет решить сложные ситуации, договориться с нужными людьми, где-то мудро подойти к решению конкретного вопроса. Когда так бывает в нашей жизни, нужно поступить с соломоновым решением, чтобы и овцы были целы, и волки были сыты. И вот что-то подобное вам придется решать с учетом уже всех карт на этой неделе. И вам кто-то приходит на помощь. Но, может быть, ваша как дальнейшая стратегия, тактика или ваша помощь тоже кому-то на этой неделе будет важна. Не совсем тут все только начинается и заканчивается одним «я». Может быть, поэтому карта сила вам выпадает первой картой, что важно знать, правильно расходовать силу и держать баланс. Повторяюсь в очередной раз. Принимать мудрые решения. Где-то, как и по работе, увидеть, что есть конкретика. Без эмоций самое главное. Тут эмоции вам могут помешать.
но и по финансам. В дальнейшем, откуда ко мне приходят деньги или где я могу заработать денег. Такое тоже может быть. Или, может быть, это документы, которые тоже по части финансовые документы. С ними нужно решить тоже, как организовать, может быть, какие-то проплаты или завершить какие-то проплаты. Здесь у каждого по-своему. Сильная самооценка и мудрые решения где-то с новой организацией жизни. Это то, что потребует от вас дела и финансы. Личная жизнь. Вам правда кто-то может прийти на помощь? Или просто это как конфетно-букетный период? У кого-то, может быть, недавнее было знакомство, и человек вам уделяет знаки внимания. Вообще это карта радости, поэтому по личной жизни какие-то приятности, вот так вот в целом, будь то вы в паре, или если вы один или одна, все равно, значит, какие-то комплименты в свой адрес вы можете получить. Но эта карта не говорит о чем-то продолжительном. Карта говорит, умей радоваться моменту. Поэтому, а дальше будет видно, вот как будто так. Но мы смотрим с вами в разрезе недели. И рыцарь чаш. Это могут быть и подарки, это могут быть и еще какая-то помощь, или может быть букет цветов. А для кого-то добрые, участливые слова. Вот здесь у каждого по-своему. Но, в принципе, отношения или ваше настроение где-то через отношения с вашим близким человеком, или с вашими друзьями, с вашим социумом, или с теми, кто вам ближе всего. Будет у вас и поддержка, будет у вас и радость, мои дорогие львы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.